Во втором примере мы рассмотрим, как работать с алармами типа Event. В отличие от других типов, которые автоматически отслеживают условия активации, Event разработан для информирования прохождения программы отдельных участков кода. Для активации аларма типа Event в программном коде потребуется вызвать специальный метод системы Alarm Manager. Сам метод не вызывает затруднений в использовании описанных help, но есть некоторые особенности, на которые мы обратим внимание. Для демонстрации создадим пустой проект и добавим в него визуализацию. Аларм-конфигурацию. Создадим группу с собственным названием алармов. Добавим аларм типа Event. Сообщение. Укажем класс info. Также настроим систему хранения алармов для этого класса. Добавляем активацию алармов в программу методом RiseEvent. Метод требует два параметра: ID группы и ID аларма. ID группы выбираем константой по имени, которая автоматически была создана при создании группы. ID аларма можно посмотреть в настройках самого аларма. Опишем условия вызова активации этого аларма. Добавим визуализацию таблицу алармов. Алармы типа Event после активации сразу переходят в неактивное состояние. Дополнительно мы настроили алармы класса Info, не требующих подтверждения, поэтому их увидеть можно только в истории. Настроим таблицу алармов так, чтобы она всегда отображала историю. Для удобства добавим кнопку триггер аларма. Запускаем и проверяем. Нажимаем кнопку. Срабатывает триггер.
и мы увидим вывод сообщения аларма в таблице. Аларм типа Event похож на print в языке C, генерирует сообщение в системе Alarm Manager определенной строчкой кода. Этим типом аларма удобно оповещать о выполнении участков кода, требующих особое внимание человека. Существуют особенности в использовании всех алармов, которые хорошо проявляются при использовании алармов типа Event. Особенность заключается в том, что система Alarm Manager требует некоторое время для инициализации после старта программы. Проведем эксперимент. Будем генерировать один аларм в каждом цикле в течение ограниченного количества циклов. В текст сообщения аларма включим информацию о номере цикла от запуска. Настройки задач оставим те же самые по умолчанию. Создадим аларм. Счетчик циклов. Условия вызова аларма. Более короткая форма вызова. Указываем ту же группу. ID единичка. Проверяем. Видим, что сообщение нескольких первых циклов не вывелось. Произошло это из-за того, что в момент генерации аларма первых двух циклов система Alarm Manager не успела инициализироваться, ей просто не хватило времени. Повторим. В этом случае пропусков гораздо больше. Начало с 4. В нашем примере исправить это можно, установив время цикла Alarm Manager меньше времени цикла основной программы. Насколько меньше, следует подбирать индивидуально в каждом случае для каждого ПЛК.
Вот, мы добились сработки без пропусков. При проектировании логики следует учитывать эту особенность. Каким образом учитывать эту особенность следует решать в зависимости от индивидуальных условий проекта. На этом я заканчиваю этот пример работы с алармами типа Event. В следующем примере рассмотрим сетевой обмен алармами между ПЛК.